Сегодня у нас в меню блюдо не корейской кухни, но я думаю понравится многим, так как для девушек, для женской половины это может быть десерт, а для мужской половины это может быть закуской к алкоголю. Все пропорции будут приведены на один масляный батончик. Нам понадобится сливочное масло, не соленое, 125 грамм, а также я буду использовать сушеную клюкву, но вообще подойдут любые сухофрукты. На один батончик на 125 грамм сливочного масла нужно 50 грамм. А также буду использовать ореховый микс с изюмом, но подойдут совершенно абсолютно любые орехи, тоже 50 грамм. У меня здесь грецкие орехи, фундук, ну и так далее. Первое, что нужно сделать, это предварительно вынуть масло из холодильника и подержать его в комнатной температуре. Также не обязательно, но лучше нарезать масло на более маленькие куски, так оно гораздо быстрее расплавится. Нам потребуется кастрюля и спатула. В кастрюлю мы должны будем залить горячую воду, можно даже кипяток, только что вскипяченную воду. В кастрюлю с горячей водой мы ставим миску, можно стальную, можно керамическую, и закладываем в миску нарезанное кусками масло 125 грамм. Теперь нам нужно будет его растопить. Для того, чтобы это произошло гораздо быстрее, можно помешивать его спатулой. Так как масла достаточно много, то это займет некоторое время. Когда масло растает, мы закладываем сухофрукты и орехи. В моем случае это сушеная клюква 50 грамм и ореховая смесь, также с изюмом. Как я и говорила, можно использовать любые сухофрукты, любые орехи, может быть, вы придумаете какую-то свою другую начинку. Теперь мы все это перемешиваем так, чтобы клюква и орехи покрылись растопленным маслом. Теперь дальше мы меняем воду в кастрюле с горячей на холодную. И хорошо также добавить кусочки льда, если они есть. И ставим теперь уже в холодную воду миску с маслом и со всем ее содержимым. Теперь наша задача остудить масло и все остальное, орехи и сухофрукты. Делаем мы это помешивая, и так как масло начнет остывать, также соскребая его со дна и с боковых сторон миски. Нам нужно подготовить пищевую пленку, в нее мы будем заворачивать масляный батончик. Когда масло перестанет быть жидким и начнет загустевать, мы выкладываем все содержимое миски на пищевую пленку. Напоминаю, что все пропорции я приводила на один батончик. Можно даже, конечно, назвать это и колбаской, но название батончик мне нравится больше. Теперь мы сворачиваем пленку так, чтобы придать всей этой массе форму колбаски. Хорошо все это туго натягиваем и затягиваем плотно концы самой пленки, как конфетку. И теперь кладем масляный батончик минимум на 10 минут в морозилку. Здесь уже зависит от того, насколько у вас морозит морозилка. Но где-то через 10 минут мы достаем батончик из морозилки, он должен стать уже твердым. Снимаем с него пищевую пленку и теперь мы должны его нарезать. Здесь я советую быть аккуратным и не нарезать очень тонко, так как все-таки все равно батончик будет достаточно ломкий. И используйте хороший острый нож для того, чтобы орехи и сухофрукты разрезались очень легко и не создавали дополнительного давления на батончик, так чтобы он не ломался. Ну и дальше выкладываем на сервировочную тарелку, так как это предусмотрено вашей фантазией. Как я и говорила, для девушек это очень вкусный десерт, хотя за один раз много не съешь, если честно. И для мужчин это очень хорошая закуска к алкоголю, особенно к сильному алкоголю, к такому как виски, бренди, водка и коньяк. В общем, я думаю, оценит как одна, так и другая половина. Надеюсь, вам было интересно. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!